Да, мы что-то рано, короче, присоединились. Не знаю, я прям вот как-то зажегся Вархаммером. Я не думал, что меня так прям заинтересует. И я каждый раз думал, что типа вот, мне сейчас надоест, я буду сражаться с, там, не знаю, с какими-нибудь чуваками полгода. Но в итоге каждый стрим происходит какой-то экшон. Там дворфы эти постоянные по меня в бочину тыкают и заставляют все время быть на коне. При этом периодически успеваю захватывать других орков. Все остальные, пытаясь передо мной объединиться, начинают присмыкаться, так что, может быть, мега-вак скоро устроим. ПК гейминг завтра будет? Да, ПК гейминг будет завтра, но приходите в 6 часов вечера по Москве. У нас будет выступать артист очень крутой. Слушай, ты можешь на стриме показать? Почему? Это же великолепно. Это великолепно. Ты должна это показать на стриме. Иди сюда. Ну иди сюда. Дай сфотку хотя бы. Иди сюда. Ну дай я сфоткаю. И чату покажу. Ну, дай сфотку. Вон все говорят, да покажи. Жене просто прислали классную маску на день рождения. Которая, знаете, эта маска, она распухает на лице, она становится пухленькой, чтобы... В общем, на самом деле надо на камеру просто показаться. Надо тебе медленно вылезти вот так из-под стола. Очень медленно. Ну, попробуй. Нет, на фотографии нифига не понятно, это надо видеть. Почему у них Torture Dance начался? Что происходит? Почему у них на стриме Torture Dance был? Ладно, неважно. Стоп, почему у них выскакивает то же самое дерьмо, что есть у меня? И, наверное, просто отдельные кнопочки тоже появились. Почему там Джорджо лол? Хороший вопрос. Я думаю, это моя фича. Они играли твою идею, ага. Да ладно, мы их рестрим, какая разница. Больше Жожи, в мир Жожи. Знаете, что я сделал? Я хотел на завтра оставить, но... Чипсики. Вау! Вау! Офигеть, огромные чипсы. Я так понимаю, еще надо только Германа победить. И все, через минуту начинается IGN Expo. Я, кстати, не знаю, какие будут анонсы. Надеюсь, что-то интересное будет. Завтра. Завтра будет круто. Не кушать хочу. У тебя GSN Bond закончился. Кейт Лого. У тебя больше не работает. Она 24 часа только активируется. А Ластоун не будет, он вот, ну, и чё? У нее тоже есть толсти, вы видели? У них тоже толсти есть. У них есть еще и другие штучки. Ну, ты можешь открыть его заново, а еще можешь подписаться. Не призываю. Но подписки и так далее помогают поддерживать этот стрим, делать его интереснее. И т.д. Там очень много каких-то клевых штук у Марка Медины. Вот Torture Dance мне нравится, я, возможно, себе тоже заберу это. Ну, сейчас он Moon Presence запихает. Я не хотел стримить их спидраны, потому что, ну, это их контент все-таки, так что... А? Я распухла. Да вообще. Еще больше, да. Не смейся, ты сдуешь сейчас с себя всю маску. Ну, смотрите, аж смотрит Морфогатор на PJ. Не, это не за это. Я думаю, он сам придумал. К тому же это не Джей Хобовская, это не спидранерская штука, это Марк Медина. Марк Медина за IGN, видишь, с него с лицом появляется. Я думаю, эта хрень связана с этим... Я хочу себе, короче, тоже приобрести. От Эльгата есть такая вещь Stream Deck, там на нее кнопочки разные вставляют. Сейчас у меня активируется, но, например, я хочу показать новую игру. Говорю, вот, там завтра мы будем разыгрывать 3 предзаказа по Gaming Show. Для этого мне надо использовать какие-то ход-клавиши, макросы с клавиатуры.
А Stream Deck позволяет тебе запиливать кучу разных штук крутых прямо на кнопочке и активировать их во время стрима. Я бы хотел вот их использовать. Он еще ничего не успел. Слушай, по описанию... Да, примерно так и есть. Покажи маску самый день. Да нет, что, там все две. Ну, это реально не... Я не знаю, как вам показать, но как-то вот так это примерно выглядит. Только еще более распухшее лицо. Представьте, вот эта маска сейчас все увеличивается, увеличивается. Это белое лицо растет, оно такое... Учитывая, что у моей жены очень худое лицо, это смешно выглядит. Еще лучше, чем раньше, ага. Да очень долго. Может вам пока показать музыку Урана, какая будет завтра? Бьюти-блог? Ага. Ча. Я на нее подписался, хоть я что-то забыл. Нет, стоп, это не то. Много А. Вот Уран. Он завтра будет выступать. И у него тут разные штуки есть, да. Вот последний его EP. Вот он показывал это на британском музыкальном видеоблоге. Это я, тебе выпал я. Он кореец, он якут. Ну это прям одна из самых последних. У меня есть более любимая у него песня. Ну вот. Но музыка у него, если прям сравнивать с чем-то... Блин, я даже не знаю, с чем ее сравнивать. Я не против, это не то, что я хотел, я понимаю. Я даже не знаю, чтобы вам включить такого, чтобы вы услышали. Нет, это не то. Наверное, что-то более старое включать. Ну, в общем, он будет выступать в прямом эфире. Я думал сыграть разные штуки. Я ему просто тогда кидал пример того, что я хочу увидеть. Ну, и точнее, что было бы интересно. И я ему кинул тогда ролики сцену Sacrifice 2 и Assassin's Creed Valhalla, но я об этом уже говорил. Сайт Trans, ну типа того. Ну, мне прям очень понравился паранойя, который он делал. Я прям дико закайфовал от паранойи, мне очень понравилось. Многие, ну, типа, некоторые сказали, что мне нравится, но мне паранойя очень понравилась. Вот это. Там еще очень много у него якутских там певцов участвует, там с горловыми пениями и так далее. Ну, он ретровейв тоже любит, он найтвейв любит, ретровейв. Я думаю, я не знаю, чем он будет играть, мне очень интересно. Разлагай. А, вот, кстати, супер этническая прям. Я совсем забыл про Айрахан. Вот мне она дико понравилась, потому что это техно, смешанное с инструментами якутов. Послушайте сами. Там началось. А, ну погнали тогда. Ой, там уже анонсы. Сори. Погнали. Потом, да, послушайте.
О, Гутигер Страйф. Найс. И новый персонаж? Или вообще мы уже знаем о Гутигер Страйф, они просто нового персонажа анонсят? Но она была в последнем Гутигере. Она стала еще более сык в предыдущей части. О, привет, Андрей. В смысле, он стал стритфайтером? Страйф? А, да. Да, это не важно. Что, настолько плохо? Вот Эндриф, короче, кто не знает, Эндриф дико шарит за файтинги. Он прям супер про и т.д. Расскажи мне, пожалуйста, чем отличие Страйва от предыдущего Гутигера, там, Сорда и так далее? Всем привет, как дела? Возвращаемся к IGN Expo. Ко мне присоединяется Райан и остальные. Вы хотите посмотреть игровые трейлеры? Посмотрим игровые трейлеры. Нас могут заменить машины и просто показывать трейлеры, все будет хорошо, все верно. You should be aware that you can get bonus gameplay clips and info by downloading the TikTok app, following IGN, and searching for IGN Summer of Gaming hashtag. Не качайте TikTok, за вами будет следить китайское правительство. Не надо его качать. Вам норм на этом экране смотреть? Мне, в принципе, типа... Я думаю, можно так посмотреть. Я не хочу на полный экран переходить, мне чуть лениво. Порезали комбо, а теперь нет никакого комбо по КХ, СХС. Странно. Ну, может, они, типа, хотели сделать его более доступным просто? Как ты думаешь, Андрей? Игровые трейлеры. Итак, погнали. Эксклюзив. Давайте посмотрим, что тут. Древние замки. Интересные места из старых времен. Подождите, это Монти Пайтон? А что теперь совсем другое? Castle Storm 2. Стоп. Вопрос. Castle Storm это разве не флеш игра была? Построй свое королевство. Не-не, серьезно. Чего? Нет, типа, я уверен, что это хороший концепт, но игра так хороша, что сделали дважды. Castle Storm 2. Погуглите, пожалуйста, отзывы на Castle Storm 1, если вам не сложно. Я вижу эту игру как просто залипалку, ну вот там, на сычу уходит, только лежишь, типа, поиграл у нее минут 10, лег спать. Ранч, симулятор ранчо. То есть, они взяли, там, перестрой свое ранчо. Ой, это похоже на Fallout 76, в принципе, там такие же здания. Перестрой свое ранчо в развитое ранчо. Построй свой расист. Следи за своими животинками. Уже симулятор всего, да, есть чат. И он, ну, типа, в Steam заходишь, вводишь симулятор, а там вообще всего есть симулятор. А тут будет Get off my lawn! И так, катайся на баге, кричишь всякое дерьмо, пьешь пиво. Потому что ты на ранчо живешь. Альфа геймплей. Вау, ты опоздал. Привет, Синофор. Hello, Sinophore. I wonder if you're... What you're trying to say with you are late?
Okay, so basically what you said in Russian is you're late, like I'm late for something, but if you want to say I stayed late, you should say, yeah, you're on late. And in Russian that would be... Ты поздно, то есть без, without O. So basically it looks like this. So this is the right one. I'm late because we're watching live exclusive trailers. And before I was playing Warhammer. And after so yeah, basically we're like watching announcements, but they suck. By the way, what do you think about the PS5 announcements, Senafo? I'm interested in what people from US think. Because I thought it was really weak. Окей, посмотрим сейчас на Everspace 2. Если мы привлекли ваше внимание, сейчас будет новый геймплей. Everspace — это клевый рогалик. Да, потом нас ждет геймплей Warhammer 40k Mechanicus, хотя она уже вышла, что странно. Ну так что давайте сначала посмотрим на геймплей Everspace 2. Everspace, если вы никогда не играли, это была роглайк игра, только с корабликом, вы летаете в космосе, там миссии, чем дальше ты продвигаешься, тем больше ты открываешь сюжета. Вот, но теперь уходит Everspace 2, я не знаю, насколько сильно он поменяется, но сейчас узнает. I haven't seen much on PS5 yet. Well, it's not good. That's what I think. Итак, с нами мастер Майкл Шейд. Эй, у меня все хорошо, как у тебя дела? Неплохо. Я про это шутил, да, это шутил про космос, и мне очень стыдно теперь. Поздравляю вас с выходом Everspace 2. Первая была просто офигенная игра, но это был больше роглайк. А теперь это открытый мир, я правильно понимаю? Как это вообще произошло? Расскажи мне. Хороший вопрос. Первый... Это FTL встречается с любым роглайком. Which is something that not everybody liked, especially if you're coming from an open world game, like if you're used to the classic. Да, то есть не всем нравилась эта система, которая у нас была в первой игре. Если вы играли в другие космические игры, когда они пришли в наш Everspace, не всем нравился этот роглайк элемент, где надо было собирать свой корабль, находить апгрейды для него торножным заходом. И поэтому в Everspace 2, когда начали с того, что давайте сделаем эту игру открытым миром. И мы сделали второй Kickstarter для игры, который был успешный, и нам в этот раз хватило средств, чтобы сделать именно то, что мы хотели. Потому что первый Everspace нам просто сказал, не хватило средств, чтобы сделать полноценную, клевую космическую игру. Как вообще прошел ваш сбор на Kickstarter 2? Типа, почему Kickstarter именно? Ну, учитывая, что вам придется полагаться на людей. Говорит, вообще Kickstarter самый лучший вариант, если вы не огромная IP, которую все знают, потому что вы можете тогда поговорить с людьми, найти нужную аудиторию, привлечь внимание к игре. Так что Kickstarter — это очень хороший вариант для таких разработчиков, как мы. Oh yeah, because of the charity tournament. Вы сделали Kickstarter и все такое. Это был массивно, достаточно известный. Эта игра выглядит еще достаточно, ну, круто, потому что Everspace 1 был большим, уже стал известным, но вот теперь это выглядит еще лучше. Теперь, так как у нас есть большой открытый мир, и он не рандомно сгенерирован, мы можем теперь использовать все возможности Unreal Engine 4 и не полагаться на генерацию мира. Можем добавить новое освещение, сделать крутые штуки. Ну, Everspace неплохая игра, если вы не играли, такая интересная, но я не очень далеко прошел. Не знаю, буду ли я во второй играть, посмотрим. And yeah, it's just with more budget, you can increase the scope, but also the quality of the game. But the biggest change is really this is now a system world where we can bake the lighting solution, and you can tell how much prettier now the. Теперь он говорит, игра будет намного красивее благодаря тому, что мы можем теперь просто создавать все ассеты полностью. Эстетика этой игры очень крутая.
Не, это именно, смотри, Карут, тут вся суть именно про космические игры. Просто Everspace очень странная игра. Если ты никогда не играла, советую, она достаточно дешевая. Это вот представляешь, что ты вот так геймплей выглядит весь твой, но ты при этом играешь в роглайки, прилетая из сектора в сектор, который рандомно генерируется. И это очень специфичный роглайк, поэтому он нашел своих зрителей. Может, это? Не поздно ты вино-то. Well, then there is the challenge that you maybe you pick some of those ideas, but then you want to blend this with your own original ideas. Рассказал, что мы смотрели большие IP, мы хотели добавить идеи с этих больших IP в свою игру, но в этой игре, ну, типа, мы не хотели полностью раствориться в какой-то другой космической игре. Поэтому, когда мы создавали свою уникальную, ну, то есть свою франшизу или свой IP, нам надо было выделиться как-то. И у нас на начале игры было всего 4 корабля. И мы подходили к созданию этой игры как к созданию... Я не очень понял, куда он занесли мысли. Ну, короче, говорит, сначала мы подходили к этой игре в первой части, как к созданию рейсингу, потому что разные корабли будут летать по-разному себя вести и так далее, и многие так космические разработчики делают. И все это сильно зависит от бюджета. Сейчас мы абсолютно по-другому начали делать. И я не понял, он там что-то начал говорить про кабину пилота. Какой-то поток мыслей идет, который не переводит для меня. For the hull, the cockpit, the engines, the wings, which then define what kind of ship what kind of class the ship belongs to. So you can immediately tell this is like a light, a medium, or a heavy fighter. Он рассказал, что мы придумали несколько видов кораблей, то есть, ну, типа типов, которые позволят определить игроку сразу, к какому классу принадлежит корабль, тяжелый, легкий или средний. Как вот это все можно было уместить в одну фразу. У нас есть, да, много конфигураций кораблей, но что мы сделали? А что такое вообще дизайн настоящей характеристики корабля? Например, у Sentinel есть дополнительные крылья, которые выделяют... And then you have variations for your hull, the engines, but there's also customization possibilities, so we have several tiers of that ship. Я понял. Все, окей. Короче, корабли будут составные, вы сможете их, я так понимаю, то ли собирать заново, то ли и видоизменять, и открывать более сильные версии кораблей, и они будут меняться, и дизайн тоже, понятное дело, будет меняться. What kind of colors you're changing or choosing, you have like 3 different colors. First match of the charity tournament is this Saturday. Not sure who are playing yet, so Facebook has 3 teams, Google has 2. We will not have 2 teams. It has 1. Looking forward to it, so I can stay longer, but I got to take care of the kids. Yeah, no worries. Thanks for dropping by, Senna, and good luck with your tournament. I wish you really good luck, and I hope you do well against Google, and especially Facebook, and especially Pinterest. God damn it, just kick the shit out of the Pinterest, please. I hate it so much. If you try to find something, it's just everything is in Pinterest. Just kick the shit out of them for me, please. Let's restock them. We have like 8 to 12 star systems, and each star system will have like several locations. I'll do my best. Yeah, I hope. So it really depends how much time you spend within these systems. And for us, we wanted to make this super easy to get around. So actually traveling from one side of the game map to the other side doesn't take that long, because Everspace is not about real-time space exploration. Everspace это не исследование в настоящем, ну, то есть, типа реальном космосе. Мы хотим, чтобы по зоне можно было быстро передвигаться, мы даем возможность игрокам легко это делать. Плюс, когда вы передвигаетесь по этой зоне, вы исследуете, для них, вот, вы, видите, они расценивают вот это путешествие на корабле, как именно, как будто это герои, вы исследуете какую-то зону каждый раз. Раньше в этой зоне нельзя долго было тусить, потому что прилетали враги, как в ETL, и начинали захватывать зону, то есть ты долго задерживался,
прилетал суперфлот, начал тебя дробить по ходу. Второй части такого не будет, и они больше, конечно, идут. И они больше сосредоточились на том, чтобы исследовать. Мы говорим о битвах. Выглядит круто. И дополнение. Что вы добавили к битве по сравнению с первой частью? Честно, все похоже очень по битвам. Да, мы оставили быстрые битвы в этой игре. Кстати, если он захочется, вы увидите уже взрыв в первую же минуту игры, то есть экшен у нас на первом месте. Но также в играх механик очень много глубины. Есть первостепенное, второстепенное оружие. Выбирайте свои навыки, свои девайсы, вы видите справа внизу, вот они, вот это девайсы, которые там, это бомбы, вы можете использовать телепортаторы какие-то на короткие дистанции, т.д. и т.д. То есть, грубо говоря, как вы экипируя свой корабль, вы будете решать, как он будет выглядеть, что он будет уметь делать. Да, он говорит, то есть в игре будет 9 классов, например, и вы сможете индивидуально поменять характеристики этого самого корабля, используя разные инструменты. И также еще вы сможете изменить сами эти девайсы, то есть еще больше их тюнить, чтобы ваш корабль, правда, стал уникальным. Ну, то есть, видите, я вам говорю, это они расценивают корабли как героев, которые вы можете по максимуму прокачивать и тюнить. Покажу в космосе, и ты летаешь еще. Птичка упала. В июне 16-го мы дадим тем, кто на Kickstarter поддержал эту игру. И а потом мы будем где-то год находиться в Early Access, поработать с нашим комьюнити, и все, и выйдем в полный релиз. Наш полный релиз намечен на конец 2021 или начало 2022 года. На PlayStation и Xbox. Мы сейчас разговариваем с разными издателями, чтобы, возможно, мы смогли выйти из-под какого-нибудь издателя, и тогда мы добавим самые разные версии игры. Если это произойдет, тогда наш следующий релиз будет первый квартал 2022 года. Если вам это понравилось, вы можете отправиться уже играть в альфу, отправить их в сабреддит, поговорите с разработчиками, дайте им свой фидбэк и так далее. Ну, я честно скажу, эта игра специфичная, много кому нравится, но меня она не затянула. Я поиграл в нее несколько часов, и он такой, я больше не хочу в ней возвращаться. Ну, для меня это. Стоп! Hammer Time. Это было очень плохо. Нет, это должен был сказать Warhammer Time. Нет. Итак, время поговорить о Warhammer Mechanicus. Это пошаговая игра, которая скоро выйдет на консолях. Эта игра уже есть на ПК. Если хотите поиграть в пошаговый Warhammer, он уже есть. После массового успеха на ПК мы решили привести эту игру, наполненную лором и тактическим геймплеем, на консоли. Механикс вы будете использовать самую технологично развитую армию Adeptus Mechanicus, которые вам надо отправляться в экспедиции, в новые планеты, которые захвачены некронами. Вы должны кастомизировать свою работу, использовать ресурсы, находить забытые технологии, и вы контролируете каждый шаг своего приста. Мы хотели предоставить эти механики, которые были бы верны изначально источнику. И давайте посмотрим на эти фичи, которые у нас есть. Большая часть механики — это большая возможность кастомизирования доступной игроку. Мы называем это аргументацией. И так вы левелапите своих тег-престов. Вы можете прицепить самые разные вещи, апгрейды для своего механикуса. Мощные фосфорные бластеры, разные... В общем, короче, если вы никогда не играли в такую игру, Мандалор сделал у нее неплохой обзор, и он сказал, она клевая, но там есть нюансы. Но DLC говорит очень круто на эту игру.
New storylines will unlock based on previous missions you've completed, and which ones you choose Давай, Питер. will affect what happens Да, я in the понимаю. story of Ну, Mechanicus. типа я хотел Some поиграть, уже не играл пару leave дней. them unattended for too long, so your choice has to be a strategic one. Да, некоторые миссии Суть в том, что в этой игре, зависит от того, как вы кастомизируете разных юнитов, зависит от того, кого берете на миссию, и какие вы делаете, грубо говоря, сами решения во время миссии, позволяет вам по-разному развивать как историю, так и ваших персонажей. История Механикуса в этой игре две расы у двух этих рас пересекаются пути, это у некронов и вот этот Механикуса. Ваша задача победить силы некронов, которые лежат, которые, точнее, находятся в глубоком сне в этих самых гробницах, которые ты заходишь. Чем больше ты исследуешь эти самые гробницы, тем больше ты находишь артефактов, разные кусочки, какие-то важные куски, чего-то там. Но чем дольше вы проводите время, тем больше некронов просыпается, и тем больше шанс, что они вас обнаружат. Давай, Питер. Лол. Доброй ночи, ты сказал добрый, имеется в виду, что привет, да, сори. Извини. These can be completed to either end the encounter or progress to the next hidden objective. Да, есть куча скрытых целей в этой игре, которые вы можете исследовать, и не во всех битвах надо побеждать, надо убежать там, продвинуться куда-то или что-то сделать. Кстати, битвы идут пошаговым, все битвы пошаговые. Да, у Механикусов нету очков. Очков действия, у них вы стреляете и двигаете сколько вам надо. Но у них есть такие вещи, как очки когнитивности. Эти очки когнитивности позволяют им использовать самое мощное оружие, которое у них есть в их арсенале или способности. Но получать эти очки можно только за особые события в игре и так далее. We did this partly by creating new locations, such as the inside of the Ark Mechanicus, for some of those missions where you battle heretical tech priests. Да, это DLC. Это как раз DLC, но говорят, клево, это ты сражаешься против анархистов, других механикусов, прикольно, типа говорят. Мы поработали с Games Workshop, и они первые, кто, по-моему, нарисовали внутренности этих кораблей механикусов. Изначально они сделали, что это просто механикусы против некронов, а потом сделали еретиков механикус против обычных механикусов. И у них прям круто получилось, говорят. Спасибо большое, демонист, за донат. Having never been represented before in live action, we converted images from codexes and models into visually animated wonders. Да, он говорит, мы перенесли все изображения из кодексов и так далее, и поработали с Games Workshop, чтобы все модельки и анимации были очень крутыми. FF Tactics, Animation Tactics Ogre Tactics не подходят для этой игры, потому что они, еще раз напомню, тут нету очков передвижения. Ты ходишь по этому уровню, сколько ты хочешь, сколько ты можешь, и стреляешь, сколько можешь. Но немного уже добавили в игру, эта игра реально стоит того, что покупать. Я, может быть, поиграю в нее на стриме. Посмотрим. Если хотите, я могу, я думаю, ключ стрельнуть у разработчиков. Brand new narrative events, again written by Ben Counter, allow players to uncover what has brought civil unrest to the Kairos. Там уже нечего переводить, не там про... You'll take on new but familiar не там про звуки говорят, еще какой-то фигня. Убеди когорту анархистов. Ну, это вот я об этом тоже сказал. But the content doesn't stop there. The special edition is also packed for the console version. В официальном эдишне у нас есть the breathtaking digital art book, and a special melee weapon, the Ark Scourge.
Забейте. Это, типа, если ты купишь супер издание, ты получишь книжечку с артом и с музычкой. Консольная версия этой игры придет 17 июля 2020 года. Не, она уже есть на ПК, поиграйте. Клево. In the meantime, you can follow us on Facebook and Twitter at Mechanicus40k for all the latest news in the build-up to release. We hope to see you there and stay safe. Калипсо делает, точно. Калипсо, если вы не знаете, кто это такие, это те, кто сделал Диктатора. Сейчас мы посмотрим на игру под названием Skate XL. Мне кажется, Skater XL уже вышел. А, Тропика, да, точно. Он сказал очень тупую шутку, которую я не перестал переводить, я надеюсь, вы меня простите за это. Сейчас нас ждет Skater XL, я надеюсь, что нас ждут хоть какие-то анонсы. О, нет, отстань. Никаких этих копирайтных страйков. Сейчас. IGN's Summer of Gaming, featuring the latest and greatest in game reveals, news, trailers, next-gen coverage, and more. 12, да. Our month-long event features our first-ever series of IGN Expos, where you get first looks at world premiere trailers, exclusive demos, and interviews you won't find anywhere else. IGN's Summer of Gaming, only on IGN and IGN One on Samsung TV Plus. Skater XL, Total War 3, Warhammer, Chicken Pie, Spaceship Breaker. А тут все, то есть у нас не будет каких-то особых анонсов, серьезно? Вам что-нибудь интересно стало, что тут сегодня будет? Я даже не знал, что нужно наносить список. Обычно, когда есть клевый анонс, они пишут так: анонс гейм, не анонсированная игра. Ну сейчас нам про скейт... Нет, это не скейт, это Skater XL. Эксклюзивный показ на свече. Hard Space Shipbreaker, не знаю, что это такое. А, Shipbreaker, тебе надо ломать корабли в космосе, типа ты этот мусорщик. Blue Fire. Это что такое эксклюзив превью? Привет, Гудым. Вот, это я не видел игры. А, я понял, да, я видел на Ниндисе показывают. Еще рекламу крутит. Что еще тут будет? Onto the End, это неинтересно. Понятно. Ну, в общем, что-то сегодня какие-то очень грустные релизы. Вот завтра будет мясо, но сегодня что-то фигня какая-то. Кому сегодня не приходил? Да сегодня день такой. Больше Warhammer, видите, мы больше Warhammer поиграли, было весело, но анонс от IGN фигня. Skater XL. Крутая игра, которая... Короче, Skater XL. Еще одна игра про скейтеров. Затем поговорим с Easy Day Studios, Джефф Гоффордом, да, Песом. Так, то на что сейчас смотрим? Это первый взгляд на версию Nintendo Switch. Боже, эта игра выглядела на ПК плохо. Чё не... Типа, почему она так плохо выглядит на Switch? Она выглядит как Tony Hawk American Wasteland. Switch не настолько кривой, чтобы выглядеть так плохо. Скажите про Nintendo Switch. And do all that like portable on the go is just cool. So yeah, we're looking at footage from the Switch to point out, you know, this is exactly the same content that's on the big some little tweaks to the graphics here and there, but you know, this is the same downtown map. You're gonna have the same LA school map. You can have all the pros, all the gear, and the gameplay itself. You know, since early development, the same kind of philosophy applies that Мне просто интересно стало. gameplay to be the top priority.
Какой-то стример нахрен. Есть что-нибудь? Вот IGN. Она выглядит даже плохо на ПК. Она хреново даже выглядит на пеку, или мне кажется. Да, пофиг. Покажите, как Skate XL выглядит. Вот так вот выглядит Skate XL на ПК? Что у него... Что это? Что это было только что? Это какая-то крипипаста была? Вот это что такое? Расскажите мне, пожалуйста. Сейчас. Вот оно. Да, я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Ой. Что вот это такое? Что это за крипипаста? Что это? Это на ПК, это вышло в этом году. Да ладно, графика не важна, я с вами абсолютно согласен. Но это... Камон. Я с тобой абсолютно согласен. Но игра выглядит как картонный Тони Хоук. При этом, блин, я понимаю, что Тони Хоук делался огромной студии. Скейт делался огромной студии. Но скоро выходит... я уже не помню, как называлась эта игра. Поздновато вы запустили эту штуку, конечно. Я пытаюсь его поправить, погодите. Просто что ему так плохо? Ну, типа, версия на Switch еще хуже выглядит. Давайте посмотрим, как версия на Switch выглядит. Ну, я понял, ну, то есть, нет, это, извините, я был неправ. Версия на Switch выглядит неплохо, игра изначально выглядит плохо, я понял. Я был неправ, игра выглядит абсолютно то же, как она выглядела. Это тайтл наш мечты, они говорят. Наши мечты, мы любим игры про скейт, и мы сами любим кататься. Makes you feel like there'll be a release of your favorite genre every year, and for a while there isn't, and it just goes away. So I'm happy to see you guys are filling the void here. I think like a really great skating game makes you want to go outside and immediately start skateboarding on everything, or basically look at based on real world environments. Is that correct? Absolutely, yeah. What we have coming for the release of the game controls that are performed, Skater XL doesn't actually have any tricks pre-programmed into it. Tricks in Skater XL are side effects of the procedural physics-based movement of the board. Так, окей, я понял уникальность этой игры. Окей, в игре есть уникальная фича. В игре нет запрограммируемых трюков, то есть их нет вообще в этой игре. В этой игре нет никаких трюков. Все, что делает твой персонаж, все трюки, которые делаешь, все зависит от физики. То есть, если ты приземляешься скейтом на рельсы, ты скользишь. И, ну, только правда, а как управлять это? Все триггерится, да, понятно, у тебя две. Левая нога, левый стик, правая нога, понятно. Не, вот это интересно. But he also explained that more than half of early access play XL's downtown LA is packed with iconic real granular detail, particularly in the decaying asphalt of LA's surprise. Какой-то Гостаун. Ну, я понял, они потратили очень много времени на геймплей. Геймплейная игра, походу, интересна, но это уныло. Вспомните... Блин, вспомните игру... Не знаю, любую игру, даже то не... Грубо говоря, если у меня нет никаких трюков, что мне делать в этой игре? Погодите, то есть вообще ничего нет? Ты просто катаешься? Ты просто катаешься и скользишь везде, потому что техника... Учишься дергать сосцы нормально, чтобы ноги дергались нормально. Что это такое? Алло! Вот, да, скоро Session выходит. Session выглядит уже намного лучше. Что это? Я тупой, да, я не понимаю. Вот как вот Session выглядит.
Тоже в Early Access. Но тут тоже пустота какая-то. Блин, я не знаю, в Тони Хоуке ты делал трюки, почему он был аркадным и прикольным? У тебя были какие-то миссии, ты делал забавные трюки. Они не воспринимали себя серьезно. Ты хотел находить секретные штуки, там, кассеты собирал, ты что угодно делал. Был коллектатон только на скейте. Потом вышел скейт, он типа добавил реальный скейт, но там можно было столько дерьма творить. Там можно было залезть в самую свою гору, оттуда спрыгнуть, сломать все кости. Не знаю, найти рандомного чувака и донимать его, избивать его скейтом, но при этом, а потом за тобой гоняется мент. Что здесь есть? Well, мы приделали ноги к сосцам. Дергай правый сосед, правая нога дергается. Дергай левый сосед, дергается левая нога. И я потерял интерес. Вот, это вся игра в одном изображении только что была. Когда она упала, вот эта вся игра была. Слушайте, вы знаете, что я позитивно обычно отношусь к играм, но... Давайте... Слушай, мы тут собрались. Я найду этот видос, ему 100 миллионов лет, но... Это, подумай, что там Скейтер XL на заднем плане. Что можно делать в Скейтере? Чем можно заниматься в той игре? Кататься и падать. Понимаете, тут можно хотя бы фан какой-то найти. Даже хреновая физика помогает всему этому дерьму. И можно делать при этом классные трюки. Вот почему так нельзя сделать в их игре? Видите, там геймплей хотя бы какой-то есть. Можно делать крутые трюкачи. Где мои трюкачи от этих ребят? Видите, тут классная физика, настоящая физика скейтов. Не то, что в той игре, они нам показывают какую-то физику скейтов, а тут хотя бы что-то есть. Видите, тут есть геймплей. Где геймплей в той игре? Ладно. Ну, вы поняли. Понимаете, вот где это? У них там демка. Да, что-то новое, пойду посмотрю. Тем временем. С комментариями от разработчиков, смотрите. Там есть миссия, у тебя есть трюки, тебе за них очки дают, а в этой игре даже тебе очки за трюки не дают. Это он еще просто в режиме... Вы можете даже делать самые базовые трюки, говорят нам разработчики. Все, что мы хотели понять, это поймать это чувство, что скейт — это расширение тебя. Что как будто ты играешь на инструменте. Например, когда ты берешь одну песню, которую ты играл 3 года, и когда ты будешь играть в нашу игру, это как будто ты играл, слушал песню за 10 лет, и играешь 10 лет. Вот. И, мне кажется, скейтбординг — это как музыка. Игра не заканчивается, когда ты можешь делать просто трюк. Ты можешь продолжать эволюционировать и делать самые разные вещи, и делать все, что ты хочешь. Ты можешь... Да, ну вы понимаете, что это безграничный мир. Делай, что хочешь, это самая настоящая песочница. Мне нравится.
Хорошо, что ты добавил это сюда. Это реально выглядит как музыкальный инструмент, это реально свободная форма. Значит, займет достаточно много времени, чтобы по-настоящему научиться владеть такими трюками. А для людей это так этого хотят, они хотят научиться делать что-то круто, например, кататься на скейте. Тебе не придется ждать слишком долго, чтобы поиграть в эту игру, верно? Потому что он скоро выйдет в июле. На PS4, Xbox One, на Switch и на ПК. Верно? Да, да. Это первая скейт-игра, которая выйдет на все самые главные платформы. С того момента, когда вышла Я Скейт. Я имею в виду, у нас намного больше, конечно, возможностей и так далее. Я когда хотел привести скейтбординг так, как он выглядит по-настоящему на консоли. И теперь мы наконец-то добавили это. Теперь мы видим, как выйдет настоящий... как выйдет настоящий скейтер. Да, я понимаю, что немногие хотят видеть скейтбординг как какое-то не развлечение, а именно хотят видеть как что это профессиональная вещь. Например, его добавили в Олимпийские игры. И мы хотим, чтобы все скейтбординг воспринимали серьезно тоже. Поэтому сделали такую серьезную игру. Вот. И поэтому мы хотим еще также перенести ее на Switch, чтобы люди могли играть на ходу в такие серьезные скейтерские игры. Да, выйдет на всех 4 консолях скоро. Спасибо большое, ребятки, за то, что показали. Никак не могу даже, чтобы поиграть в скейт... Я, наверное, буду играть на Switch. Хотел играть в портативную скейтбордскую игру, но мы никуда не идем. Это Скейтер XL. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо, что присоединились к нам. И увидимся вам скоро. Да, мне понравилось уже. Скейтер XL выглядит неплохо. В принципе, неплохая игра. Я бы даже поиграл. Эй, ты, да. Знал, что ты хочешь больше... Нет, мы не будем качать ТикТок, нет, спасибо. Мне кажется, это было немножко поинтереснее так. Как думаете, чат? Интереснее же так было, да? Ой. Где там мировые премьеры? Нам обещали World Premiers. Вот веселые трейлеры. Специально для вас. Мне тоже понравилось, да. Тело найдено. Способ убийства, кинжал, нож. Когда совершенно убийство, неизвестно. Допрашивай подозреваемых. Я разговаривал с этим человеком раньше, потом я готовил тело. Невозможно, я отправил сюда своего... Кто говорит неправду. Типа, как было на самом деле. На самом деле, что мальчик приходил, он хотел это как дать букет для... Принести букет для похорон. Прикольно, это типа Люцифер внутри нас. То есть это связано с демонами, культистами, так еще при этом с расследованиями. Забавно. Стрим чуть погромче, мне говорят, давайте. Эксклюзивная. Ну это потому что мне десктоп аудио очень тихо. Где? Vanilla VR? «13 пересеченных историй». Нет, это забейте, это под паблишингом. Это под паблишингом Атлус. Моя рука светится. Странные сны меня преследуют. Что мне теперь делать? Если не верну свои воспоминания, что произойдет со мной? Полностью промокла. Как это хулиган тебя самого сбил? Держится рядом с нашей школой. Что будет делать по этому поводу? Так это не атласовский дизайн, это Vanilla VR делает. Атлас просто их издает. Он призвал защитника, фототипа. Будет по-другому. Привет, малыш.
Пойди-ка ты. 肘山貴俊だ。そこの3人のしただけだ。まさか。さあ来い。てめえ。俺はさくらの網口じゃ。В чем геймплей? Ты ходишь, разговариваешь со всеми или что? Там было сказано 13 судеб, которые приплетены. Геймплей где? Или ты просто, или это визуальная новелка? На английском было написано: серьезно, пожалуйста, не подходи. На японском она сказала: не подходи. Это... ты шутишь или что-то вроде. Это стратегия. А, геймплей-то где? О, эксклюзивный... О, ревилы все-таки будут, чат. Просто не показали в расписании. Еее! Первый ревил! Надеюсь, что это будет крутая игра. Сега! Сага продолжается на Земле в 4-м эпизоде. Я понял. Я понял. М-чипсинг. Кантай, сейчас Кантай Collection 4. В копирайте на это. Все японские музыки в копирайт моментально улетают, кстати. Почему они воюют с авианосцем какого-то времен Второй мировой? С бипланами Второй мировой? Никак. Я посмотрел эту игру, она это какой-то, знаешь, отстой переехавший с мобильников, потому что... Я объясню, почему у меня такое отношение. Если похоже на персону, это больше похоже на коллекционируй карточки. Если тебе нравятся персонажи, типа, и ты до этого знал Sakura Wars, наверное, это интересно. Для меня лично это был такой просто фан-сервисный отстой. И все девочки хотят твоего капитана. Что происходит в этой игре? Почему они сражаются с авианосцем Второй мировой? Все японские игры будут клевые на New Game X Plus, который будет 23 июня. Я бы очень хотел увидеть геймплей этой игры, а то, знаешь... Это Fantasy Star. Это Fantasy Star 2. Это был трейлер к Fantasy Star 2. Который сейчас... Это был ревил, да? Сейчас покажу зато Total War Troy. Клево. Не надо будет Елену Волску сражаться. А сейчас небольшой перерыв. Вы перерыв берете каждые 2 минуты. Я перерыв меньше беру. А что, звучит хайпово? Ну, ребят. Во-первых, да, во-первых, она шла в 2012 году на японском. Но она только сейчас уже вышла на английском, но она уже вышла. Fantasy Star 2 очень популярная японская ММО. Но она, честно, вот многим нравится, но она очень pay to win. Ну, не pay to win, она там очень много pay элементов. И она, честно, мне вот визуально абсолютно никак не нравится. А, она в августе выйдет, ну. Просто... такое. Да мне не нужно. Вот так выглядит игра. Как очень старая ММО. Такой игра, которая, наверное, вдохновила с собой Monster Hunter. Здесь ограниченные зоны, ты в них приходишь и жахаешь. Вот так она выглядит. Ну, FF4 дизайн там норм, но тут она видно, что она старая. Да, отправляешь в экспедицию на полуоткрытую карту. Это как Monster Hunter. Собираешь материалы, побеждаешь босса и так далее. Но дизайн персонажа мне абсолютно не нравится. Это японская игра. Да, есть еще гигантские мобы, это типа рейда.
да. Ну, я говорю, это как Monster Hunter, только без монстров. Куча классов. Мне просто не нравится сам геймплей, именно вот связанный вот с неоновой и так далее, меня немножко смущает. Да не, она... Все, кто играл именно в Phantasy Star, говорят, крутая. Она, если ты прям к ней привыкнешь, она очень крутая, но... Она... Ей просто уже миллион лет. И поэтому... Не знаю. Ну, такое. First looks at world premiere game trailers, exclusive game demos, and interviews you won't find anywhere else. IGN Summer of Gaming. Скоро должна выйти, по идее, особая Monster Hunter на Switch, вот ее жду. И, ну, World пока доживет нормально. Чипсенько. Welcome back to IGN Summer of Gaming. Hey, you know what's more fun than a Спасибо, что вы вернулись. Эй. sweaty dudes with swords? Total War Troy. Хотите посмотреть на игру полную плотных мужиков и мечей с мечами? Время посмотреть на Total War Troy. Сейчас посмотрим, кто. Ну, ее бесплатно будет раздавать в Epic Games Store. Так что... Давайте поговорим о Total War Troy. Phantasy Star 2? Титан подскажет. Она на Xbox выходит и на ПК. Расскажи нам о Total War Troy. Самая последняя игра в линейке Total War, и она будет фокусироваться на битве за Трою, верно? Верно. Первый раз, когда Total War серия будет в этой эре, верно? Верно. Это не только первый раз, когда игра в этой эре, но... И мы отправляемся так далеко во времени в бронзовый век. Какие две фракции тут в войне? Ну, это... Мы увидим. Игра вдохновлена Илиадой. Две основные... Это будут трояны, троянцы, и с другой стороны греки. Игра начинается с этого всего конфликта между, когда троянский принц, Розовый Парис, крадет жену одного из греческих королей и отвозит ее далеко в Трою. Total War Troy клево. Total War Troy будет знакомо для фанатов Total War франшизы? Да. Думаю, будет знакомо в таком смысле, что мы оставляем основную формулу игры, которая была всегда здесь. Но также мы добавляем новые фичи, которые впервые игроки увидят в этой игре. Расскажи, пожалуйста, об этих новых фичах. One of the biggest new features that we're including is the new одна из самых больших фич, которые мы добавляем, это экономия нескольких ресурсов, основной только один. Это бронзовый век. Они много денег не используют, чтобы торговать, или золото, или монеты. Что они обычно используют, это вещи, то есть торговали еду или еду, там, и другие вещи. Что мы сделали? Вместо того, чтобы был один ресурс, который мы могли бы использовать, чтобы покупать что угодно, и до конца игры так, мы добавили несколько разных ресурсов, которые можно использовать для самых разных вещей. Есть вещи, которые будут поддерживать только армию, есть вещи, которые будут поддерживать города, чтобы или построить новые города. Тройка будет хорошо, мне нравится. Прикольненько. Это, конечно, не ваха, но выглядит хорошо. Там прям вообще там все очень специфично. Здесь это ближе к дефолтному Total War, но выглядит хорошо. Because, as you probably know, the people at the time in the Bronze Age were В то время в бронзовом веке были очень религиозными, поэтому у нас будет возможность потакать богам, проводить ритуалы, молиться им и так далее. Some of them believed in or something, but they thought that the gods walk among them, and they all saw some favor of the gods. Среди них в те времена. We have also represented that into Мы также это представили
Total War 3, где ты как игрок выбираешь свою нацию, можешь выбрать бога, или более чем один, и сможешь получить его или ее благословление. Это подаст вам какие-то бонусы. Я уверен, они всю эту тему ведут еще в Warhammer Total War 3, Total War Warhammer 3, потому что если добавятся боги всякие, там хаотические, там орчи и так далее, это будет круто. Вы сможете выбирать из 8 разных фракций. Каждая будет на одной из сторон, то есть на троянской или греческой. Ну, так как это тут играет Total War. Вы можете делать что-то радикально, менять свою религию. И посмотреть, что будет, если бы Ахиллес, например, объединился с Гектором. И вместо того, чтобы сражаться с ним до смерти. Также можете сделать это в игре. Давайте поговорим немножко о эпичных героях. В этой игре очень много героев, еще в Илиаде, и мы их добавили. Очень сложно было выбрать, кого добавить, а кого нет, и кого типа именно сделать эпичными героями. No-brainers, so to say, because you can't have the Trojan War without having Achilles, without having Hector, without having Menelaus, who was strong in the whole war started because of Paris. And so we've tried to pick the ones that were most, how should I put it, most influential to the war, most important to it, as well as offer the greatest variety of different gameplay. И давали самое разное разнообразие в геймплейных механиках. Чтобы каждый эпичный герой чувствовал, ну, как бы выглядел по-другому, когда играешь с ним. Чтобы игроки могли попробовать самых разных героев. With different campaign mechanics that are unique for the hero, different battle abilities, battle units, and so on. Интересно, они специально сделали такой графон немножко другой. То есть в Ахине подачка более реализм, а тут... будет ли более фантастично? Можно ли это использовать фантастичных юнитов в битву, там, циклопов и так далее? Да. Что мы делаем здесь? Одна из основных идей дизайна была показать, где правда за мифом. Потому что он так давно произошел, ну, история тогда. Знаешь, что каждый миф и каждая легенда, скорее всего, пошла из-за события или из-за кого-то, кто реально существовал или был. Поэтому мы хотим показать эти мистику того времени, какие события вдохновили мифы и другие вещи. Один из способов, как мы это делаем, например, один из это эпичные мифические юниты, которые может нанять всю армию. Один из юнитов, которые увидели наши, это Минотавр. На самом деле не настоящий Минотавр, это наполовину бык, наполовину человек. Это огромный мужик, который реально размером чуть ли не с быка, и носит, говоря, огромный череп, и носит с собой огромную секиру. Скорее всего, он просто какой-то бандитный лорд, который пытается хочет это как сделать так, чтобы враги боялись его, там, и тогда с помощью этого всего вида. Вы также видели кентавр, который был наполовину человек, наполовину конь. На самом деле, но то, что его вдохновило, на самом деле, это было... Некоторые люди из какого-то племени были настолько, ну, типа, связаны с своими конями, настолько привыкли, чтобы сражаться на нем, что особо не происходило в той эре, что многие люди говорили, что они едины со своим конем. И поэтому мы вот так вот представим кентавров в этом мифе. Это очень интересный способ представить мифы того времени. Ну да, я говорю, когда Total War 3, наверное, выйдет, я точно куплю его. Ну, который именно Warhammer. Вот бы они сделали, конечно, Warhammer 40K, Total War, где можно
Надо по всей галактике сражаться, летать с планеты на планету. Это было миленько. According to Omer, took active part in the war itself. Some being on the side of the Trojans, others being on the side of the Achaeans. And here, this is also the case. Whereas when doing certain stuff in the game, depending on what god you want to appease, you may gain their favor. Or you may use special types of agents or other actions особый тип that агентов или особые gain the другие favor of the gods способности. that you choose to be aligned with. And depending on which gods you choose, you're going to get different types of benefits into the game. Like, for example, appealing Ares, who is the god of war, will, of course, make you much better in battle. Though appeasing Типа, Creative Apollo, Assembly у них who is also своя believed, игра. apart from being the god of poetry and music, Представляешь, как бы эпично выглядели битвы в 40K, если сколько армий тут можно использовать, только вот 40K. Было бы клево. Fire faster inside battles. So even though the gods don't appear as entities inside the battles, хоть и боги не появляются как существа в битве, и сам факт того, что люди, которые отправляются в эти битвы, люди верят, что боги стоят за ними, позволяет этим людям лучше воевать, то есть лучше стрелять быстрее, точнее и так далее, просто потому что они верят в ритуалы, которые проводили до битвы. Мы не знаем плейли. Ну, знаешь, я не могу сказать, что это сложно, пока Creative Assembly таки выходит и скажут, ну, мы бы хотели сделать, но это сложно. Я бы не сказал, что это было бы сложно, то есть, грубо говоря, если бы они перенесли ту карту космоса или хотя бы по кускам вот в такой геймплей. И вместо обычной карты у тебя этот космос. В следующей части вообще не наблюдать после Вахи уже очень мало разнообразия. Ну почему? Трой выглядит хорошо. Тем более ее бесплатно зовут. Кому? Чего вонять-то вообще на эту тему? Ну, вот эксклюзивный геймплей. Чего я прослушал, но сейчас узнаем. Unto the End. С самого конца. Уф. Очень похоже на флеш-анимацию. А за кого ты играешь? А, за меня. Чипсинка. Возьми. Выпить тоник. Жена подглядывает. Напоминает, помните, этот Salt, что-то там, вот эта игра. Или на сайт-скроллерный Йотун, но Йотун был клевый, по-своему. Но геймплей вообще не изменился с первого времени, только график. Согласен, но мне кажется, если вот сравнить тот же самый, вот я играл в Total War, первый. О, давайте... Сейчас я вам покажу кое-что. Действительно так были бои в страйе. Печально. Пока нам показывают великолепную игру, я хочу вам показать, во что я играл давным-давно. Вот он. Я играл, короче, в Спарту. Это был мой первый Total War. Я играл в такую-то игру. Там был очень специфичный геймплей. И битвы выглядели вот так. Всегда квадратное поле. Ты берешь вот таких чувачков и тоже отправляешь в атаку. Просто вот такая стенка на стенку всегда мясо шло. Это была моя первая игра наподобие Total War, до Total War. Вот. И еще еще был до этого Легионер. Легионер. У меня на опер стоит. Ты можешь, кстати, поставить франкер FSD и активировать эмоуты бета-ТВ внутри франкер FSD. Посмотрите, зайди на настройки франкер FSD. Легионер. Да, во, это еще старее. Legion, да. Боже, я это помню, офигеть, я в это играл. Это была моя первая стратегическая игра наподобие... Она выглядела очень грустно, но... Что там сейчас показывает? Fire Preview. А, о, вот эту игру сейчас покажет.
Очень интересная игра была по-своему. Но мне что нравилось в старых частях, вот в этих играх там у тебя было доступно пару раз, но у тебя открывались новые, когда ты их захватывал. Вот, ты можешь выбирать разные компании. Типа ты выбираешь там Гальская война, Испания, эти как поля Элизиума, и битвы выглядят, ты вот так готовишься к битве, ты растягиваешь так бойцов, выбираешь формацию и все, и дальше просто смотришь на вот такую вот битву. Не знаю, хорошо ли вы видите это или нет. Here I was tasked to hop my way across increasing dangerous gaps to ruined platforms floating above an abyss. In these instances, quick camera positioning was just as important as accurately judging the length of jumps to make a correct landing. Sailing the jump was punishing, but fair, and I was able to follow collectible breadcrumbs and other interesting loot before completing the area. I only wish I was able to spend some of the currency I was rewarded with on some of the exciting sounding upgrades that were sadly disabled for the demo. Для демо эти апгрейды были отключены, на которые ты обычно тратишь вещи, которые собираешь в этой игре. Они говорят, к сожалению, демо закончилось слишком рано. Я не смог открыть апгрейды или посражаться с врагами покруче, чем базовые. Ну просто вот, момент тому, что я сейчас играю в Total War Warhammer, я играл в Легион и вот этот Спарта, это было, и вот потом я играл немножко в Ром, буквально чуть-чуть, а потом вот сейчас играю в Total War Warhammer 2, для меня поэтому скачок какой нереальный получается по геймплею. Дешево, это же инди. Платформа выглядит круто. Игра тестирует очень много... Ой, тестирует твой навык. Знаете, это похоже на Hollow Knight, только 3D-шный какой-то. Ну да, мне видите, там достаточно интересный мир походу. Надо будет посмотреть уже, ну, потрогать самому, но пока она выглядит сыро, это же, я так понимаю, это очень сырая альфа и демка, которую нам показывают сейчас. Смотрите, кто здесь. Это снова мы. Не забывайте, ну, в общем, да. Если кто-то хочет, кстати, настроить FFZ, вот, смотрите. Открываешь FFZ, вот у тебя тут висит она. Есть в аддонах, заходишь в Better TV Mode, включаешь Channel Mode, Arbitrary, Global, Pro, все включаешь, включаешь анимированные моды, и у тебя все работает. Внутри FFZ тебе не надо Better TV ставить. У меня Better TV не стоит, у меня стоит только FFZ. Вот и все работает. Али, ты не любишь TikTok? Вот TikTok не знаю, что такое. Мне что-то жену порвало. Март, ты тоже включаешь эмоуты, которых у тебя нет? Да. Не там, аддон, ниже, аддон, и там Better TV эмоуты. Блин. Нашла? Ну вот, включай все. Нет, только Better TV эмоуты. А, да, она нашла кое-что другое. Сейчас мне показалось, сначала их надо активировать. Заходишь в аддоны, там активируешь уже сами, я уже не помню, где это активируется. Где ты активировал, в какой менюшке? Как называется? Просто аддоны? А, ну да, ну все, ты заходишь в аддоны, тут, да, активируешь Better TV эмоуты, и потом уже здесь их активируешь. То есть в аддон. Ну все. И они будут работать. Под аддон, ну, типа, потом заходишь и активируешь и все, и они у тебя работают. А, это игра, короче, про чувака, который разрезает корабли, потому что... Okay, looks like we've got a small coolant leak down here, causing some damage and freezing some things. We should probably keep an eye on that. Now the coolant comes from the Environmental Control Unit, or ECU, which is coming from this room right here. And in this room, вот это бы я позалипал, говорят люди. Итак, извините, что я не перевожу.
Итак, смотрим, как... В общем, ты исследуешь корабли, ты смотришь... Мы видим, что реактор поддерживает полностью весь корабль. Как только мы отключим этот реактор, мы сможем пробраться внутрь. Да, но мы хотим, чтобы охлаждение к реактору было подключено как можно дольше, иначе, короче, случится распад. И тогда нам будет не очень хорошо. У нас не очень много кислорода. И если вы будете открыть просто все двери, случайно произойдет декомпрессия. Вот такая вот. Забавно. Это игра, где надо грамотно еще путешествовать и так далее. Но они такие ближе к реализму. Это клево. Я говорю, сегодня не будет никаких таких анонсов. Вообще не будет больших анонсов, вообще забудь. Завтра будет большой анонс на ПК Gaming Show. Походу, все пустое. Давайте посмотрим, что мы еще здесь можем найти. Блин, игра выглядит интересно. Пойдемте посмотрим уже на реактор. Реактор — это сердце корабля. Это самая важная часть мусора, которую надо собрать. Но как ты заберешь его, все начинает распадаться. И ты не знаешь, сколько у тебя есть времени, пока оно не взорвется. Это двигатели корабля. Они соединены с реактором с помощью вот этих трубы. Нам надо слить их, иначе топливо начнет взрываться или растечется по всему. Он говорит, нам нужна антенна, поэтому возьмем эту антенну и кинем на нашу баржу. Наша хрень была заапгрейджена, теперь мы можем толкать и тяжелые, и легкие вещи. И когда более легкие способы, легкая часть работы выполнена, теперь будем делать более сложные вещи. Теперь ICU. Мы заходим в комнату, которая полностью находится под давлением. Теперь нам надо сделать так... Да, надо... Это просто риск, который нам придется воспользоваться. Нам надо будет вручную ее декомпрессить. Для этого мы убираем брейкер, это тормоза. И это легче сказать, чем сделать. Есть только небольшие моменты между скачками на рей, когда можно вытащить эти вещи. Если ты не успеешь вытащить вовремя, то он взорвется. Электрический урон. Получишь урон электричеством. Теперь можем отключить эту вещь. Если бы мы отключили эту вещь до... Это генератор до того, как мы все отключим, все будет очень плохо. Он очень тяжелый. Поэтому проверим, сможем... мы не можем протащить с собой, так что мы попытаемся сначала уничтожить вот эту секцию корабля, чтобы вытащить этот генератор. Мы ищем более слабые части корабля, чтобы чтобы распилить в них. Вот эта вещь, ну, чтобы, типа, корабль не начал разваливаться или еще что-то. Очень интересный геймдизайн. А, вот он нашел эти штуки, которые держат корабль вместе, вот. Он собирается их сломать. Что это такое? Это картинка. Она будет, да. Это моя жена фанатка ее, которая ведет ПК Gaming Show каждый раз. Этой кудрявой девушки. Она даже смотрит ее стримы. А меня не смотрит, а вот ее смотрит. Я шучу. Блин, мне нравится. Эта игра выглядит оригинально. Финальный объект. Финальная задача — это забрать реактор. Посмотрим, сможем ли мы слить эти трубы из двигателя прежде, чтобы не было огромного взрыва. Ну ты некрасивая девушка. Да, логично. Я согласен, это справедливо. Мы нашли ключ, так что мы будем использовать его, чтобы... А, мы не можем активировать звезду. Теперь придется ручную сливать топливо. Иногда это может разорвать трубы, то будет не очень хорошо. Да, вот так.
Мне нравится, что они показывают еще хреновые моменты, типа. Они просто как-нибудь все хорошо делают. Если вы не знаете, произойдет взрыв или нет, вы можете всегда потрогать трубу рукой, чтобы понять, насколько сильно там, течет топливо, чтобы понять, будет ли, есть ли шанс, что она взорвется, от труба. Заканчивая нужные задания, которые вам нужны, и собирая нужные предметы, вы сможете открыть доступ к новым инструментам и возможностям. Да, собирать такие дорогие компоненты, как двигатели, всегда отличная идея. Надо очень аккуратно проверить, потому что здесь активный элементальные трубы, потому что если мы сейчас... Надо все это все аккуратно делать, потому что как только реактор станет нестабильным, как только ты его отсоединишь от охлаждающей трубы, и поэтому надо все убрать. Все с пути, прежде чем вытащишь. Но, к сожалению, очень много времени, потому что, походу, реактор был поврежден, когда взорвалась одна из труб охлаждения. Да, блин, почему у нас чешется постоянно? Я не могу. Блин, чувак так интересно что рассказывает, то есть он этот процесс, и если просто показывать геймплей, это было бы больше уныло. Ну, давайте попробуем. Сейчас взорвется чат. Он связал с баржей его. Что, постримить, чат? Это от Fox Inter... нет, это Blackbear Studios. Join Steam Early Access июня 16. Мы немножко тормозим. Все, это все, чат. Больше ничего не будет. Бап. На это все, больше не буду вас держать. Всем спасибо, всем пока. Увидимся с вами завтра. Не играйте в Легион, это слишком старая игра. Зато, кстати, прикольная. Катился город, ты вот строишь там, короче, зданицы внутри. Вот так хочу в Ахе. Не хочу, короче, отдельные квадратики для построек. Мне всегда вот нравилось, кстати, больше, чем в Total War. Ты выбираешь, какие строить здания в этой, как в игре, и ты видишь, как они развиваются. Этого мне не хватает, наверное, в Ахе и в Total War играх. Это было клево. Это зависит, каких бомжей ты можешь нанимать, что производит твой город и т.д. Тут были клевые системы. Если так подумать. Это был Легион Голд. А в этом Спартан... да, вот Легион был лучше, чем Спартан. Ну ладно. Всем спасибо, всем пока. Увидимся завтра. Приходите к 6, даже чуть пораньше.